Как создавать новые задачи и разница между эпиком и story. Так, начнем с второй части. Это именно разница между эпиком и story, которая здесь видна очень очевидно. Это эпик, это как бы название папки или вся папки, в которой есть stories или именно уже конкретные задачи. Можно создавать задачи и без папок, они будут как отдельные какие-то листы, да. И можно тоже создавать эпиков без stories, если вам нужна просто принципиально пустая папка. Но логика моя бы, которую я советовал, что легче было определяться, то все-таки каждая задача она должна иметь какой-то эпик. И, например, у себя в личном плане у меня есть такой эпик other или другие, в которую я вкладываю все задачи, которые не помещаются нигде, ни в какой другой эпик. Так, если мы хотим создать, есть пару возможностей. Это либо нажать здесь Create Issue и выбрать, создаем мы эпик или story, или уже выбрать именно после какой задачи мы хотим добавить. Здесь именно. Если нажимаю на story, тогда могу создать только еще один story. Если нажимаю на epic, могу создать еще один epic или добавить еще одну story. Так, сделаем story, которую назовем test for training 3. Сохраняем, подтверждаем. Как и в смарт-шите, выбираем приоритет, кто будет исполнителем этой, как всегда, это буду я, кто руководитель и кто должен проверять, что все-таки эта задача сделана. В этом случае тоже выберу себя. И даже если я не выбираю какой статус, после сохранения он становится черновиком, но в этом случае я сразу же поставлю к выполнению, и, как видите, все, эта задача создана. Если я думаю, что все-таки эпик неправильный, я ее могу передвинуть под другой эпик, например, в общее, в этом плане. Или вообще без никакого эпика, потому что просто мне так хочется. И, как видим, задача создана. Мы, как всегда, сохраняем. Как видите, здесь тоже я делал какие-то другие изменения раньше. Вот 3 минуты назад что-то там менял. Но я буду сохранить и эту задачу, то, что я поменял. Если не хочу, я могу сохранить только одну. Или, например, хочу только одной, то, что поменял, отказаться. Но в этом случае мы сохраняем обе. Она показывает статус пары, как ей это происходит. И она осталась здесь отдельно, без эпика, но задача есть. Не то нажал. Идем в личный план. Вот. Про workload потом отдельно. И здесь мы видим, что эта вот задача стоит уже в плане учебный. Здесь мой личный план, который как бы виден. Эти задачи не являются где-то в других планах. И я все-таки думаю, что это надо перекинуть в Epic Test. Тоже с этого плана вот видно мониторинг простаферской работы, которые для меня в личном плане показывают как без эпика, потому что там нет никого ответственно поставленного в эпике общий. Но в этом плане он показывает без эпика, в плане учебный там этот эпик, который никто не поставлен как ответственный, там он виден. И вот, как мы видели, только что создали задачу. Если мы хотим создать задачу новую в этом
уже в нашем личном плане. Тогда мы нажимаем Create Issue. Выбираем, будет это Epic или Story. Ну, пусть это будет этот раз Epic. И выбираем, в каком проекте этот Epic будет создан. Вот у меня сейчас только 2 плана отражены. И я выберу, опять же, что это было бы в учебном. Как видите, вот здесь она тоже показала. Если я все-таки хочу, чтобы это было в моем личном, я могу здесь поменять, но остаемся в учебном. Называем этот Epic Test Tasks to Epic. Это подтверждаем. Во, оно создалось. Выбираем, не забываем выбирать, кто ответственный. Потому что, особенно если мы этого не сделаем в плане нашем личном, после сохранения он здесь будет не виден. Тогда надо будет искать его либо в проектах, либо в именно уже там учебном плане. Но мы выбираем здесь сразу же, что это мы. Если мы выберем кого-нибудь другого, тогда это появится у них в персональном плане и тоже в учебном, как между всех других задач. Так, пусть буду я. Опять выбираем себя. Ну и новый статус в работе. Для всего этого Epic. И сохраняем. Это сохранилось. И посмотрим, как это выглядит сейчас в учебном. Здесь в учебном плане тоже оно вот видно. И, например, я все-таки решил, что это не стоит называться эпика. Я могу идти в саму задачу. Там возле типа выбрать, что это все-таки не эпик, а это task. Это подтверждаем. Можем это окно закрыть. Пока здесь стоит так, но когда перезагружим страницу, оно должно уже стоять как отдельная задача без никакого эпика. И можно просто перетянуть, назвать, что все-таки это не эпик, а это просто задача. Назвать тест for training 4 и сохранить. И поменяем, что это уже не черновик, а в работе это выполнение, как мы раньше уже поменяли. Сохраняем. Иногда может быть так, что показывает, что успешно сохранил, но не показывает. Не испугайтесь, просто надо перезагрузить саму страницу, и это уже показывать должно правильно, чего он не хочет мне делать. Посмотрим почему. Идем здесь в саму задачу. Поменяем это к выполнению. Это у нас была 92-я. Она должна быть не в выполнении, а в работе. Сохраняем здесь. Как вы видите, если это меняется в таком виде, уже дополнительно сохранять в планах не надо. Этот маленький баг, который, сколько понимаю, наши ребята знают и работают над тем, чтобы так не было. Ну, поменяли. Попытаемся еще раз перегрузить. И здесь уже вот видим, что стоят так, как должно было быть. И это тоже можно уже снимать. Интересно, как он среагирует. Все, осталось правильно. Так,
из-за того, что система, она супер умная, она иногда даже умнее себя самой. И вот такие бывают, но пугаться не надо. Как бы, всегда есть возможность войти именно в отдельную задачу и там поменять уже глубоко в бэк-энде, чтобы этот план, который отражает наши задачи, просто не слишком смущался сам.